В этом видео я бы хотел сравнить две языковые модели от компании OpenAI. Это ChatGPT 4 и ChatGPT O1 Preview. Это новая, либо она просто называется O1, а для нас это превью. Значит, O1 это новая языковая модель от компании OpenAI. Она по всем показателям превышает ChatGPT по различным тестам. То есть она быстрее думает, она лучше рассуждает, она понимает контекст, она более адаптивна под работу с различными приложениями. Она позволяет рассуждать, она решает круто математические задачи за счет того, что сложные, причем математические задачи, за счет того, что она рассуждает и выдает нам уже решение по пункту. Сначала она, соответственно, рассуждает, и весь процесс мы работы не видим. Эта языковая модель лучше генерирует код, у нее лучший функционал, улучшена скорость, то есть по всем показателям она должна обгонять ChatGPT 4o. Но я бы хотел сравнивать не по каким-то вот сложным математическим задачам, потому что, например, я в своей практике сложные математические задачи не применяю. Но максимум, там, когда проверяю домашнее задание у своей старшей дочери, вот максимум, да, когда нужно применить сложные математические задачи. Я хотел бы сравнить по использованию промптов, которые используют, не знаю, наверное, 90% предпринимателей. Это промпты для маркетинга, для продвижения, для работы с социальными сетями. Я нашел 4 интересных промпта в Инстаграме. Они в запрещенной в России Инстаграме. Они являются на сегодняшний день одними из самыми популярными промптами для создания контента, для работы с контентом, для продаж, для привлечения клиентов, для вовлечения. И, соответственно, эти 4 промпта я бы и хотел здесь попробовать вместе с вами. И сравнить, соответственно, на этих 4 промптах, так ли на самом деле лучше модель 4O, так ли на самом деле лучше модель O1 Preview, чем ChatGPT 4o. Так, что-то у меня не работает. Значит, смотрите, все промпты, которые я буду использовать в этом видео, они находятся в моем телеграм-канале. Если вы все еще не подписаны на мой телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Переходите, находите пост с этим видео, с этим уроком, с этой презентацией и, соответственно, скачивайте все промпты, они все есть, соответственно, в описании. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал, там есть огромная база промптов для использования искусственного интеллекта, который мы постоянно пополняем. Здесь больше 10 тысяч различных текстовых промптов, плюс есть промпты на английском языке, на русском языке, промпты для генерации изображений, чат для общения, полезные ссылки, то есть образы для чат GPT. То есть здесь огромная база знаний по работе с искусственным интеллектом. Хорошо, значит, мы будем использовать промпты. Вот у меня здесь есть, я только закинул сюда промпты, чтобы они у меня были под рукой. Значит, я хочу использовать следующие промпты. Значит, я захожу в чат GPT 4, выбираю модель 4O, O1 Preview, который использует более продвинутые рассуждения, как нам обещает компания OpenAI, и ввожу следующий промпт. Значит, я хочу, чтобы вы провели для меня исследование. Представьте, что вы эксперт по маркетингу в социальных сетях, в частности на Instagram. Скажите мне 30 разочарований, 30 желаний, 30 страхов, которые испытывает. И здесь мне необходимо ввести свою целевую аудиторию, либо информацию о своей целевой аудитории. Давайте сюда внесу. Я вбил базовую информацию по своей целевой аудитории, наверное, как вбивает 90% людей. Значит, что это предприниматели, фрилансеры, блогеры, эксперты, маркетологи, продвигающиеся в социальных сетях, в частности, Инстаграм, да, в частности, в Инстаграм. Представить это все в табличном формате, где ось X от 1 до 30, ось Y разочарование, желания и страхи. Значит, давайте такой сначала попробуем базовый промпт. Пускай чат GPT 4 O1 Preview, соответственно, начнет нам создавать его. Смотрите, да, он сейчас думает и проверяет на соответствие. После этого он создает таблицу. То есть он не просто нам начинает генерировать, создавать быстро таблицу, как это было раньше. Сейчас сравним с другой моделью. И он сначала подумал, он сначала расставил, он сначала провел анализ, стоит ли это делать. И он это все сделал на протяжении 17 секунд. И после этого он нам дал ту таблицу, которую, соответственно, мы у него просили. Значит, смотрите, да, в чем здесь особенность? Вот таблица, отражающая 30 разочарований, желаний, страхов, которые испытывают предприниматели.
Низкий охват постов, желание увеличить аудиторию, страхи быть незамеченным в потоке информации, разочарование, отсутствие продаж, увеличить продажи, не оправдать инвестиции, то есть страх. Значит, сложность с таргетингом, точно нацелить аудиторию, промахнуться с целевой аудиторией. И в принципе здесь, да, ну, достаточно интересные подобраны что разочарование, что страхи, что желание целевой аудитории. И в принципе это уже можно использовать, соответственно, в своей работе. Сложности с SEO в Instagram, улучшить SEO показатель не появляется в поиске. Постоянный стресс, найти баланс между работой и отдыхом, подорвать здоровье, страх. Трудности с брендингом, создать сильный бренд, быть неузнаваемым. Но в принципе хорошие, да, вот он нам хорошие выбрал разочарования, желания и страхи, которые следуют один за одним. То есть есть разочарование, есть желание по этой теме, есть страх. Соответственно, очень круто он сделал. Справился все это он за 17 секунд. Здесь мы можем посмотреть, как он думал. То есть он сначала вводил запросы клиента, являются интересными, он хочет, чтобы я выделил 30 разочарований. То есть он нам показывает, как он рассуждал. Соответственно, он вот этот вот мой промпт для себя сократил, как в его голове, наверное, все это происходило. Значит, дальше он проверил соответствие создания таблицы из 3 колонок, 30 строк соответствует политикам, следуя инструкции пользователям и избегая запрещенного контента. То есть он уже начал здесь проверять соответствие со своими какими-то внутренними убеждениями, либо внутренними правилами. И дальше он уже начал создать таблицу, где писал разочарование, желания, страхи. Это интересно, ведь каждый из них раскрывает разные аспекты. Круто, то есть он нам показал, как он думал. Давайте сейчас, да, наверное, откроем новый чат GPT и новый чат. Давайте вот так вот сделаю. И введем этот же промпт, но уже в версию ChatGPT 4o и посмотрим, как он будет справляться с этим промптом. То есть мы просто вводим этот промпт, копируем, вставим и, соответственно, запускаем. Тут же он мне добавил в память эту информацию и начал, соответственно, что-то анализировать. Если та версия ChatGPT, она справилась за 17 секунд, этот что-то долго думает. Круто было бы, если бы я включил, соответственно, секундомер, и мы посмотрели, какая из моделей справляется быстрее. Но слушайте, на мой взгляд, ChatGPT 4o, он всегда мне генерировал быстро ответы. Возможно, у меня какая-то проблема с интернетом. Нет, проблемы с интернетом нет. Вот он мне выделил и почему-то все написал на английском языке. Окей. Значит, давайте посмотрим таблицу, которую он нам создал. Значит, медленный рост подписчиков, постоянное снижение охватов, быстрый рост подписчиков, низкий охват, высокий охват, падение вовлеченности, недостаток вовлеченности, вовлеченная аудитория, потеря актуальности. Ну, это вот страхи, разочарование, желания и страхи. И он выделил вот таким вот образом. Мало реакции на сторис, высокий отклик на сторис, игнорирование сторис. Слушайте, да? Отсутствие продаж, желание увеличить продажи, не оправдать инвестиции. Ошибки в таргетинге. А какие ошибки конкретно, он здесь нам ничего не выдал. И легкость написания постов, невозможно придумать контент. Слушайте, да, вот мне почему-то больше нравится вот эта таблица. Да, сначала, наверное, надо было в ChatGPT 4o с таблицу попросить, а потом вот посмотреть на эту таблицу. Но мне нравится больше эта таблица. Не знаю, как вам, но мне кажется, здесь круче выбраны именно разочарования, желания и страхи нашей целевой аудитории. Значит, у меня также есть дополнение к этому промпту. Я хотел бы, чтобы, соответственно, ChatGPT, я ввожу следующий промпт прямо в этот же чат, где я его прошу объяснить, как каждая категория, например, разочарование, желания и страхи, может мне помочь в создании контент-стратегии, улучшить вовлеченность аудитории, продвижение продукта. Приведи примеры применения данных из таблицы в реальных кейсах или предложите шаги по внедрению этих данных в мою маркетинговую стратегию в Instagram. Например, мы вот возьмем, давайте вот номер 6. Вот. И по идее он нам сейчас должен
подробно расписать, что мы должны сделать, если у нас сложности с алгоритмами, понять использование алгоритма и быть наказанными алгоритмами. Значит, он нам начинает рассказывать, что таблица, которую он составил, представляет собой ценный инструмент для глубокого понимания нашей целевой аудитории, предпринимателей, блогеры, эксперты. Разочарование, текущие проблемы и боли аудитории, желания, цели и стремления, к которым они стремятся, страхи, опасения, риски, которые они хотят избежать. То есть он нам здесь подробно рассказывает, что нужно делать, то есть о чем вообще эта таблица, чтобы мы понимали и имели собственное представление, как работать с этой таблицей. И дальше использование этой таблицы, чем нам поможет. И дальше он раскрывает каждую категорию, помогает в маркетинговой стратегии. Разочарование, идентификация болевых точек. Используйте эти пункты для создания контента, который признает и понимает текущие проблемы вашей аудитории. Пример разочарования, низкий охват постов. То есть тот пример, который мы ему изначально выделили, да, номер 6. Сложности, нет, хотя вот у нас сложности алгоритма, значит это скорее всего дальше будет. Низкий пример постов, контент, статья или видео с советами по увеличению охвата алгоритма Instagram. Желание создавать контент, который показывает, как достичь желаемых результатов. То есть он нам здесь конкретно сначала рассказывает, как, соответственно, мы все это можем применять. И дальше он пример по применению данных с таблицы в реальных кейсах. Шаги по внедрению. Изучите каждый пункт таблицы, чтобы глубже понять проблемы для вашей целевой аудитории. Приоритизируйте пункты по актуальности и частоте встречаемых среди вашей целевой аудитории. Используйте графики, адресуйте разочарования, снимайте страхи и конкретно, то есть он нам сначала выдал полную информацию, как мы можем использовать, соответственно, эту таблицу. И после этого он нам уже конкретно по нашему пункту, анализ пункта 6, сложность с алгоритмами Instagram, желание понять и использовать алгоритмы, страх быть наказанными алгоритмами, создание образовательного контента, посты и сторис, публикуйте серии постов, объясняющие, как работают алгоритмы Инстаграма и как использовать их в свою пользу. 5 фактов об алгоритмах Инстаграм, которые помогут вам увеличить охват, то есть как это все применить. Решение, вебинары, мастер-классы. Пример, мастер-класс, как подружиться с алгоритмами Инстаграм, снятие страхов, гайды и чек-листы. Пример, 10 ошибок, из-за которых ваш аккаунт может попасть в теневой бан и как их избежать. Консультация. Предложите индивидуальные сессии для анализа аккаунта и разработки стратегии. Ну слушайте, блин, ну вот, это реально офигенная штука. То есть мы ему конкретно дали задание по одному примеру, и он нам вот выдает вот такой бесконечный поток мыслей, как мы, соответственно, это все можем использовать. На мой взгляд, это круто. Используйте таблицу как основу для понимания. Решает реальные проблемы, помогает достичь аудитории, устраняет опасения, страхи. Это приведет к повышению вовлеченности, укреплению доверия. Очень круто. О1 вообще просто меня вот поразил, да, своим ответом. Но давайте посмотрим теперь, как ChatGPT 4o нам даст, ChatGPT 4o даст нам, соответственно, свой ответ по этому примеру. Здесь возьмем, вот, например, давайте вот этот вот пункт 6 также, но здесь уже сложности с алгоритмом Instagram. Вот. Пункт 6. Подробная инструкция по использованию таблицы в проекте. Таблица, состоящая из категорий, значит, разочарование, применение разочарования. Так, давайте сразу же сравнивать, какие ответы он нам дает. Значит, здесь он нам дал. Мне кажется, что он здесь дает более краткую выжимку, то есть он подробно не углубляется, вот он нам рассказал про разочарование, и сразу же он нам дает пункт 6, то есть то, что мы от него просили. Многие пользователи не понимают, как работает алгоритм Instagram, это вызывает разочарование, вы можете создать серию постов или видео, которые шаги. Проведите опрос среди ваших, подготовьте образовательный контент, поддерживайте активную коммуникацию. То есть он нам здесь не дает конкретно, что нам необходимо сделать. Он нам в общих чертах описывает, что можно сделать.
Здесь он нам дал четкую, конкретную инструкцию по созданию какого контента в данном случае нам необходимо сделать. Также расписал примеры, которые необходимо сделать, и выделил, соответственно, под категории. То есть это, например, по инструментам. Это посты или сторис, это вебинары, мастер-классы, это гайды и чек-листы, это консультации. Единственное, я здесь не вижу рилсов, да, еще бы он сказал, какие рилсы снимать, но это уже можно дополнительно задать ему эти вопросы. Пример данных в реальном кейсе. Сценарий. Маркетолог продвигает продукт, связанный с обучением Instagram. Здесь он нам дает уже сценарий для Reels, то есть в версии 4.0 он нам такой более-менее дает простой сценарий, но не дает всех тех размышлений, которые он, соответственно, проводил в версии O1 Preview. Значит, что собой представляет теневой бан, как избежать наказания, страх. Значит, маркетолог продвигает свой продукт, то есть он нас не спросил желаемый контент, он сразу же начал со сценария. В принципе, на мой взгляд, ChatGPT 4o справился с задачей круто, то есть он нам создал таблицу. Таблица была, конечно, немножко пустой. В отличие от ChatGPT O1 Preview, здесь более, наверное, сильная таблица, больше раскрывает всяких страхов, желаний, разочарований. И она как-то вот она ближе, мне кажется, именно для моей целевой аудитории будет использовать именно вот такую вот таблицу, а не таблицу с 4O. И рассуждения, да, то есть как он нам объяснил, как пользоваться этой таблицей, как он сказал, что конкретно нужно сделать, чтобы использовать, например, вот этот вот 6-й пункт разочарования, страхов и желаний нашей целевой аудитории. Так, давайте откроем новый чат и проверим следующий промпт. Значит, чтобы не затягивать видео, я возьму совершенно другой промпт, который я бы хотел попробовать. Значит, вот я хочу сделать контент-план, используя следующий промпт. Значит, давайте сначала сейчас у ChatGPT 4o будем спрашивать, а потом уже будем спрашивать у ChatGPT 4o 1 превью. Значит, в чем состоит промпт? Создай для меня контент-план в формате таблицы, придерживаясь следующих условий. Этот промпт когда-то взорвал социальные сети англоязычные, Instagram, что это самый простой способ создавать контент-план. 2 идеи видео должны предлагать быстрое решение проблем. 2 идеи видео должны содержать конкретный совет. 2 идеи видео должны включать пошаговое руководство, как достичь желаемого результата. 1 идея видео должна быть промо-постом, который продает мой продукт. Моя профессия. Здесь нам просто нужно вписать свою профессию. Давайте также введем базовый промпт, то есть мы ввели целевую аудиторию, просто перечислили, что это блогеры, фрилансеры, маркетологи, эксперты, которые хотят продавать свои товары и услуги через Instagram, получить узнаваемость, больше просмотров контента и лояльную аудиторию. И смотрите, значит, что у нас здесь происходит. То есть он нам тут же создает контент-план для нашего YouTube канала в формате таблицы, где он подробно рассказывает, что необходимо сделать. Единственное, я здесь не понял, да, почему он мне дает контент-план для моего YouTube канала в формате таблицы, исходя из указанных условий. Хотя мы здесь просто даже не разговаривали о том, что это YouTube канал. Он сам придумал, что это YouTube канал, и, соответственно, начал давать мне ответы именно для моего YouTube канала. Хорошо. Значит, идея видео, быстрое решение. Он, может быть, увидел, что я здесь хочу видео. Ну окей, быстрое решение. Как увеличить охват в Instagram за 24 часа? Формат видео, совет плюс пример. Обсуждение простых шагов, которые можно сделать за день для увеличения охватов. Пример из реальной практики. Хорошо, быстрое решение. Что делать, если охваты резко упали? Совет плюс анализ аккаунта. Разбор причин резкого падения охватов. Пошаговая инструкция, примеры биографии, пошаговое руководство, как увеличить конверсию. То есть он нам просто дает контент-план, который мы уже должны использовать для своего YouTube канала в данном случае. Хорошо, давайте, значит, сейчас скопируем этот же промпт и даем его ChatGPT O1 Preview и посмотрим, как он справится с заданием. Создание контент-плана, он сначала подумал, потом создает контент-план, думает, блин, зачем ты мне такие простые решения, простые запросы создаешь, ведь я создан для того, чтобы генерировать, создавать какой-то сложный код. Значит, смотрите, здесь он уже нам, если здесь он нам выдавал 3
формата, то есть он нам еще добавил идеи видео, форматы, описание контента. То есть здесь просто он дает тему видео и описание контента. Вот контент-план в формате таблицы. Быстрое решение. Как увеличить охваты в Instagram за 24 часа. Простые техники для немедленного увеличения видимости ваших постов. Быстрое решение. Как избавиться от теневого бана. Быстрое решение, это вот он здесь взял информацию, что необходимо быстрое решение. Совет дня. Используйте хэштеги правильно. Конкретный совет по выбору эффективных хэштегов. Оптимизируйте время для публикации. Как определить лучшее время для постинга. Пошаговое руководство создания эффективных контент-стратегий для Instagram. Детальный план по разработке стратегии, которая привлечет и удержит аудиторию. Ну, слушайте, да, здесь, наверное, они справились с заданием, в принципе, одинаково. Давайте посмотрим, как он рассуждал. Он, значит, размышлял, как составить контент-план в таблице, соблюдая определенные условия. Пожалуйста, уточните потребности. Планируйте создание контента. Планирую видео для предпринимателей и маркетологов в Instagram, включая туториалы и промо-посты. Создание плана. Предлагаю сгенерировать 7 видео. То есть мы можем просмотреть весь процесс его рассуждения. Мне кажется, очень удобно. И дальше он уже нам составил контент-план. Ну, я не скажу, что это плохой какой-то контент-план, но каких-то там супер-вау от этого контент-плана у меня нет. В принципе, с этой же задачей 4О справился не хуже. Я думаю, что если еще его сейчас попросить по каждому из пунктов подробно составить, может быть, сценарий для Reels, либо примеры того, как мы можем все это использовать, то он нам, соответственно, проведет такую работу. Но что та модель в данном случае справились одинаково. У меня еще подготовлено 2 промпта, но чтобы не затягивать видео, я, наверное, их не буду использовать. Мы уже увидели, да, что может ChatGPT 4o и O1. O1, конечно, лучше в каких-то вопросах, лучше в рассуждениях, но, в принципе, и 4o модель неплохая, ей тоже можно пользоваться. Буквально полгода назад мы еще говорили, что ничего себе, 4o так быстро все создает и так круто работает. Я думаю, что компания OpenAI будет продолжать развивать свои языковые модели. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Все промпты, которые есть и которые я использую в этом видео, они находятся в моем телеграм-канале. Еще раз повторю, ссылка находится под этим видео. С вами был Гризуевич. Пока.